You're all calm. Следующий принцип номер 10 – это синтез системы тренировок и системы питания. Занятия по моей системе тренировок обязательно подразумевают тщательный контроль результатов. Однажды я услышал, что дневник тренировок, точнее ведение дневника тренировок, повышает результаты тренирующегося более чем на 20%. На первый взгляд это кажется бредом. Какой-то дневник и повышает результаты больше, чем анаболические стероиды. По определенной схеме, очень удобной, которую вы сейчас увидите на экране. Вы видите, что на каждой странице данного дневника я веду историю результатов выполнения того или иного упражнения. Это позволяет с легкостью проанализировать историю своего прогрессирования в данном упражнении на протяжении нескольких месяцев или даже года занятий. Это очень удобно и позволяет вести эффективный анализ и делать выводы, когда нужно что-то изменить. На отдельной странице данного дневника я обязательно записываю замеры, как меняются ваши объемы, окружности ваших мышц, всех ваших конечностей, рук, ног, а также амплитуды. Амплитуда, если вы меряете грудь или вы меряете талию, то постоянного размера не будет, а как вы дышите. Здравствуйте, меня зовут Рощепкин Александр. Мой рост 182 сантиметра, вес 95 килограмм, 200 грамм. Сегодня 12 марта 2012 года. Я собираюсь заниматься по методике Юрия Спасов-Укорского. Двойной бицепс спереди. Вот так. Теперь спина то же самое. И в бока покажи спину. Теперь боком камеру. Хорошо. Я бы хотел избавиться от 10 килограмм жира. Здравствуйте, сегодня 24 июля, и вы можете оценить мои результаты. Прошло 4 месяца занятий. Сейчас я вам покажу контрольные позиции, чтобы вы могли оценить мой результат. Сначала двойной бицепс спереди. Теперь двойной бицепс сзади. Грудь спереди. Объем бицепса уменьшился на 1 сантиметр, но качество бицепса улучшилось. Ушли жировые отложения на бицепсе, а также уменьшилась талия на 18 сантиметров. В специальных позах, которые позволяют оценить телосложение человека, выполняйте фотофиксацию, делайте фотографии каждые 2 месяца. Делать это чаще, например, каждую неделю, я не вижу смысла. Хорошо начать и делать фото и видео по той технологии, что я вам описал, что сейчас вам продемонстрирую, в начале каждого цикла тренировок. Что такое калории? Это единица измерения энергии в продуктах. То есть, грубо говоря, чем меньше калорий в продукте, тем меньше человек от него поправится. Все просят меня: Юрий, скажите, пожалуйста, какое количество калорий мне нужно съедать? Но это абсолютно индивидуально. Один человек может съедать в день 5000 килокалорий и сушиться, терять жир. Его пресс будет делаться все четче и четче. Организм может замедлять, ускорять метаболический процесс. У этого же человека процесс жиросжигания может остановиться. Затем, и уже при 2500 килокалорий, жир может абсолютно не сжигаться и даже начаться процесс стагнации, застоя, так называемого плата. И
жиросжигание вообще не будет происходить, и вам придется еще больше урезать калорийность. Поэтому все индивидуально, следите за вашим результатом. У вас есть измерительная лента, у вас есть 7-точечный тест на содержание жира в организме, который есть на сайте Biceps, его легко можно пройти, он достаточно точный для любителя. И, конечно же, у вас есть весы. Учитывая все эти факторы, а также следя за своими силовыми показателями на тренировке, вы можете объективно контролировать результат и знать, потихоньку вам урезать калорийность или наоборот. Что такое макроэлементы, что такое микроэлементы. То есть макроэлементы — это всего три понятия. Это жиры, белки и углеводы. Это то, из чего состоят все продукты. Углеводы служат источником энергии для нашего организма. Углеводы бывают быстро усваивающиеся, медленно усваивающиеся. Раньше их нас классифицировали очень просто, на простые и сложные. То есть логика такая, что простые углеводы, вот ты съел, например, пример простого углевода, это сахар или конфеточка. И тут пришла пора выяснить, что такое гликемический индекс. Это индекс углеводов, показывающий, насколько быстро будет подниматься уровень сахара у нас в крови, в зависимости от того, какой вид углеводов мы съедаем. Каждый вид углеводов имеет свой гликемический индекс. И чем медленнее поднимается уровень сахара в крови, тем меньше мы будем поправляться, и тем меньше будет заплывать наш пресс. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый человек, который занимается спортом, имел эту таблицу гликемического индекса. Ее, кстати, можно совершенно спокойно скачать на сайте Biceps. Там есть все, и белки, и жиры, и углеводы. В разделе питания есть таблица состав продуктов и гликемический индекс продуктов. Итак, какие продукты нам следует использовать, чтобы мы были уверены, что источник углеводов качественный, что это сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Спортсмены едят рис, особое предпочтение идет бурому рису, дикому рису, то есть более грубые сорта, менее обработанные технологически. Гречневая каша, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, печеный, вареный, естественно, хлеб только черный, только грубого. Плохие источники углеводов, которые быстрее всего покроют ваш пресс жирком, он заплывет и кубиков не будет видно вообще. Плохие углеводы — это сахар, все продукты, содержащие сахар, в том числе соки, йогурты. И на любом продукте всегда есть описание, там всегда пишут цукор, сахар, sugar. Читаем, смотрим. И если сахар присутствует, этот продукт уже категорически запрещен в период работы над улучшением пресса. Белки — это основной строительный материал. Это наиболее важный макроэлемент для нашего организма. Белки — это полностью строительный материал для наших мышц. Они состоят из аминокислот. Как организм состоит из белка, на самом деле любая молекула белка делится на множество аминокислот, которые бывают заменимыми и незаменимыми. Поэтому некоторые виды белка содержат все аминокислоты, они называются полноценными. Некоторые виды белка содержатся не все аминокислоты, они называются неполноценными белками. Хотелось бы поговорить о биодоступности белка. Что такое биодоступность белка? Очень много видов белка содержится в продуктах растительного происхождения, животного происхождения. Но, к сожалению, не все они могут полностью обеспечить все потребности организма в белке. Это тоже проблема для людей, которые не занимаются спортом и не разбираются в питании. Они думают, что вот я поел там горошек, на банке написано с горошком 30 грамм белка. О, зачем мне есть там творог, если могу питаться горошком? И все, я живу один, никому не буду мешать, поэтому могу сэкономить на твороге. Вот. То же самое, любые бобовые, орехи, каши. В кашах тоже есть белок. Допустим, 10 грамм белка, есть 10-15 грамм белка, в принципе, есть в любом рисе. Некоторые люди думают, зачем мне вообще питаться чем-то еще? Я же могу просто есть кашу, в ней есть и углеводы, и жиры, и белки. Мы только что поговорили о биодоступности белка. А еще есть такое понятие, как скорость усвоения белка. То есть биодоступность — это насколько полноценно этот белок будет использован на нужды нашего организма. А еще надо учитывать скорость
усвоения белка. То есть, чем быстрее белок, так же, как и с углеводами, есть простые и сложные углеводы, нужно в нужной ситуации применить быстрые углеводы, в нужной медленные. Точно так же и ситуация обстоит с белками. Сегодня мы поговорим о жирах. Так же, как белки состоят из аминокислот, жиры состоят из жирных кислот. Среди них есть очень нужные организму бодибилдера незаменимые жирные кислоты. Когда человек занимается спортом и пытается привести себя в хорошую форму, как правило, он исключает жиры из своего рациона. Это не есть всегда правильно. Есть полезные жиры, есть вредные жиры. Так вот, именно полезные жиры, незаменимые, они очень важны в рационе спортсмена. А также обработанные жиры, полуфабрикаты, трансжиры. То есть, если мы говорим о продуктах, то сметана, сливочное масло – это полезные натуральные продукты. Но они содержат слишком много животного насыщенного жира, так же как жирное мясо, свинина, например. То есть животные жиры, насыщенные жиры мы должны минимизировать, есть минимально. Лучше вообще на период работы над прессом их исключить практически. А есть полезные жиры, которые содержатся в орехах, в оливковом масле, в жирных сортах рыбы, в красной рыбе, в тунце. И эти жиры, так называемые жиры группы омега и другие виды полезных жиров, растительного происхождения и содержащиеся в рыбе, как я уже сказал, мы должны включать в рацион. Об эндоморфах. К сожалению, сейчас эта проблема распространяется все больше, и все большее количество людей страдают от ожирения и лишнего веса. Ну, а я как человек, который специализируется именно на сушке, на жиросжигании и достиг больших успехов именно в этой области, так как сейчас та форма, в которой вы меня сейчас видите, это в годичном цикле наибольшая, скажем так, наибольший процент жира, который у меня бывает. Скоро вы увидите меня после сушки, через 2 месяца вы увидите достаточно неплохое качество. В лесу родилась прекрасная, замечательная елочка. А мы с вами продолжаем разговор о микроэлементах, о витаминах и о минеральных веществах в целом. Итак, микроэлементы – это витамины и минеральные вещества, и когда мы сидим на жесткой диете, количество микроэлементов должно быть увеличено. Соответственно, в тот период, когда количество макроэлементов мы неумолимо сокращаем. То есть при составлении программы питания и при выборе плана и стратегии своих дальнейших действий по улучшению своей фигуры нужно определить, к какому типу телосложения вы относитесь. Эктоморфный тип телосложения – это очень худой, тонкокостный человек с быстрым обменом веществ, которому крайне тяжело набрать как мышечную, так и даже жировую массу. Есть такое понятие, как гомеостаз – постоянство всех процессов организма. Какой бы ни был тип телосложения у человека, какая бы ни была его форма, какой бы ни был метаболизм, организм хочет сохранить все в постоянстве. Все знают, что такое похудеть, все хотят похудеть, убрать живот, но мало кто знает о таком термине, как сушка тела. Сушку проходят спортсмены перед соревнованиями. Почему они сушатся вместо того, чтобы худеть? Потому что когда мы худеем, мы на самом деле портим свое тело, портим свое здоровье и ухудшаем свой метаболизм. Метаболические процессы замедляются, обмен веществ ухудшается. Когда мы сушимся, мы улучшаем свое здоровье, улучшаем свои пропорции, улучшаем композиционный состав тела, то есть мышц становится почти столько же, сколько и было, сколько мы накопили, тренируясь до сушки, а жир уходит. В результате в данный момент я еще не просушен идеально для соревнований. В данный момент, хотя я на 20 кг засушился, моя форма хороша на 90%. Для пляжа или для съемок в рекламе, для повседневной жизни это более чем достаточно. Посмотрите, как выглядит моя фигура на фоне такой вот сушки. Спасибо. Позирование – это не способ выпендриться или зарисоваться, это не нарциссизм
эксгибиционизм. Все мои клиенты перед началом сушки под моим руководством делают контрольные фото и контрольные видео. То есть они вот в таких позах спереди и сзади фотографируются, делают видеозапись. Зачем? Потом через 2 месяца вы можете сравнить фото, видео до и после и убедиться, что методика работает. А настоящая жесткая сушка на сленге бодибилдеров — это когда вы берете и полностью сжигаете весь подкожный жир, и частично сжигается даже висцеральный жир, то есть внутренний жир. Помимо того, что у нас есть, бывает торчит живот от жира, который под кожей, еще бывает внутри органов слишком большое скопление жира. Бывают даже люди, у них вроде жира на животе нет, но живот выпуклый. Это так называемая висцералочка. Следующий этап. На сушке вас ждут различные опасности. Такие как гипогликемия. Вот у меня тут список опасностей. Бессонница, холод, приступы замерзания, агрессия, сильная депрессия, непреодолимое чувство голода и сильное торможение. А теперь поговорим о занятиях, об ориентировочных силовых показателях, которые должны быть у мужчины, чтобы он мог заслужить право пройти первую сушку. Я считаю, что если отходить от собственного веса, это будет более правильно. Но самый минимум — это хотя бы 5-10 килограмм надо вешать на пояс и подтягиваться, хотя бы 8 раз. Тогда можно сушиться. А касательно людей с большой массой тела, то и собственный вес на 10 повторений — это очень-очень прилично. Если человек весит 120 килограмм и даже 6 раз подтягивается, то уже он мышечную массу спины, безусловно, имеет. Снижение уровня инсулина, контроль над уровнем инсулина в крови человека за счет снижения уровня углеводов, поступающих в пищу, и переход на прием углеводов только обладающих низким гликемическим индексом, это эффективный прием, это нормально, но экспериментируя с низкоуглеводными и безуглеводными диетами на фоне тяжелых тренировок, вы можете легко впасть в тяжелое состояние, называемое гипогликемией. Для людей, которые находятся на жесткой диете, возможно применение так называемых обманных дней, так называемый Junk's Day. Цель этих дней — восстановить психику спортсмена, измученного жесткой диетой, и ускорить обмен веществ, замедленный той же самой стратегией. Мы отдельно поговорим о применении спортивной фармакологии, спортивных добавок в период сушки, но следует понимать, что в период такого сильного жиросжигания очень сильно падает иммунитет, и это является основным препятствием для достижения своей цели. Если вы заболеете, у вас резко упадет иммунитет, собственные бактерии, которые содержатся в вашем организме, и микробы, которые в нормальном режиме, когда иммунитет на нормальном уровне, не представляют для вас никакой опасности, активизируются, вы можете на ровном месте простудиться, получить какой-то... Сейчас мы хотели бы поговорить о том, я надеюсь, вы тоже хотите поговорить об этом. О том, что же делать, когда вы сожгли жир, вам удалось выжить, удалось не заболеть, вы прошли успешно сушку, у вас 6 кубиков пресса на животе, а то и 8. У кого как от природы получилось. Все идеально. И тут человек в 90% случаев начинает есть. Диета на сухую мышечную массу, она самая здоровая и целесообразная с точки зрения здорового питания. Мы исключаем из питания некачественные продукты, сахар, алкоголь, полуфабрикаты. Человек не голодает. Питание регулярное, достаточно большими, оптимального размера порциями. Мы принимаем в пищу и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Все сбалансировано. И такое питание позволяет после сушки поддерживать достигнутый результат, чувствуя себя значительно лучше, чем на жесткой диете для уничтожения жировых отложений. Но уже такая диета позволяет полноценно тренироваться на сухую массу и вести полноценный образ жизни. Мы говорим просто о здоровом питании. Можно есть рыбу, мясо, белки. Питание достаточно разнообразное. Рацион достаточно богат абсолютно всеми необходимыми ингредиентами. На начальном этапе тренировок программа питания на сухую массу позволяет одновременно и наращивать
волокна и сжигать жировое отложение, то есть двигаться сразу в двух противоположных направлениях. До определенного предела у вас будет прогресс при правильном питании на сухую массу. При этом собственный вес тела может не меняться, потому что мышцы растут достаточно медленно у человека, а при сбалансированном питании вес будет уходить тоже достаточно плавно. То есть вы не должны руководствоваться весом. Диета на общую массу прежде всего нужна для эктоморфов, которым трудно достичь результата, питаясь просто нормально. Им нужно усиленное питание. В период работы на общую мышечную массу разрешается десерт. Вы должны сначала поесть качественные продукты, сложные углеводы, белки, но также разрешается десерт. Но вы не должны налегать преимущественно на сладкое, потому что после приема в пищу десерта как основного блюда уже желания и возможности съедать белки и сложные углеводы у вас просто не будет. Поэтому нужно расставлять приоритеты верным образом. И возникает вопрос у всех у нас, что нужно есть, в каком количестве нужно есть, как часто нужно питаться, какие продукты можно есть. Сейчас передо мной нешлифованный рис. В данной ситуации хочу рассказать о наборе общей мышечной массы. И, безусловно, нужно синхронизировать каждый режим тренировок с каждым режимом питания. Определенная программа упражнений всегда будет сопровождаться адекватным режимом питания. Например, если вы работаете на увеличение общей массы, едите много сложных углеводов. Также вы должны 20-30% вашего рациона составить из качественных белков, легкоусваивающихся. И, конечно же, нужно сопровождать все это адекватной программой упражнений, основанной на главной цели увеличить рабочие веса. Вы не должны делать много кардиотренировок в этот период. Любая из этих программ также может включать в себя применение спортивного питания или спортивных добавок, но они должны быть применимы в правильном понимании роли этих ингредиентов, то есть именно как добавка к программе питания натуральными продуктами, а не как основа. То есть, конечно же, вы можете использовать и гейнеры, и белково-углеводные смеси, и витамины, аминокислоты, и креатин. Кстати, при работе на массу креатиномоногидрат может быть неплохой добавкой, но работает он далеко не у всех людей, что еще раз доказывает необходимость индивидуального подхода и тренерского вмешательства. Очень многие люди не хотят рельеф, или их не волнует проблема рельефа, они просто хотят стать больше. Очень много людей просто худые, они хотят увеличить мышцы. Кроме того, все люди, которые уже сожгли жир, обнаруживают, что мышц под жиром нет. И полный человек сталкивается с проблемой, что он уже становится тщедушным, хилым, худым, узкоплечим и тонкоруким. Существует такое понятие, как белково-углеводное окно после силовой тренировки. В принципе, после любой тренировки возникает такое окно, но больше всего это касается силового тренинга. Прежде всего, после нагрузки, полученной на тренировке, наш организм вырабатывает гормон, который называется кортизол. Кортизол – это очень агрессивный гормон, он выбрасывается в кровь и способствует распаду мышечных клеток. Зачем это происходит? Потому что организму нужно восстановиться после тренировки, и он использует собственные мышечные ткани как источник аминокислот, как источник для восстановления. И с помощью кортизола это и делается. Но это еще не все. Это мы говорим о так называемом расщеплении белковых структур. Кроме того, существует еще и углеводное окно. Выбрав правильное количество и правильный состав продуктов для заполнения белково-углеводного окна, мы сможем восстановить баланс гормонов в организме,
сможем поддержать уровень глюкозы в крови, максимально быстро обеспечить восстановление, соответственно, рост мышц впоследствии. Но тоже нужно не злоупотреблять, потому что если мы будем съедать целый торт после тренировки или несколько плиток шоколада, мы не просто закроем углеводное окно, но и, конечно же... Какой точно процент в вашем рационе и сколько грамм белков, жиров и углеводов надо съедать для того, чтобы получить максимальный результат и максимально качественные мышцы живота? Этого вам никто не скажет, можно сказать только примерно. Например, для меня это 200 грамм белка в день, это около 100 грамм углеводов в день и около 40 грамм из полезных жиров. Но для другого человека в период сушки и даже для этого же человека на другом, более продвинутом этапе сушки количество может быть совсем другими. Для одного и того же человека и для разных людей тем более регулируется калорийность и содержание каждого макроэлемента согласно данной ситуации, согласно прогрессу, который мы наблюдаем. Но я бы сказал, что есть такое общее, приблизительное мнение, что приблизительно 60-70% рациона должны составлять белки, 20-30% рациона углеводы и не более 10% жиры в период работы над улучшением мышц пресса. Но опять-таки все это индивидуально, эти проценты могут существенно меняться. Целлюлит – это моя любимая тема. Дело в том, что нарушение обменных процессов – это очень серьезно. И если похудеть девушка может избавиться от жира буквально за 2-3 месяца, чтобы избавиться от целлюлита, уходит иногда и год, и 2. Но самое главное, что это возможно. А теперь я расскажу вам, в чем заключается моя методика именно для мышц пресса. Именно для того, чтобы ваш пресс выглядел самым замечательным образом. Прежде всего, поставленная задача – это поддерживать свой пресс в прекрасной форме, не только на каком-то коротком этапе, когда вы прошли цикл так называемой сушки, диеты и сделали себе на короткий этап пресс, а потом снова заплыли жиром, а поддерживать свой внешний вид в прекрасном состоянии на протяжении длительного периода времени, может быть даже постоянно, чтобы проводить эту самую изнурительную диету, делающую пресс замечательным, как можно реже. 3 этапа, по которым я вам рассказал, мы условно назовем период тренировок и период диеты на развитие мышечной массы с минимальным количеством жира, то есть работа на сухую мышечную массу. Второй период мы назовем сушкой, то есть диета и тренировки для сушки. И третий этап мы назовем тренировки на увеличение, опять-таки, сухой мышечной массы и периодом поддержания достигнутого результата. Также возможен, как вариант, период набора общего веса. Если вы видите, что вы научились делать себе пресс без проблем за 8 недель, тогда вы можете опять набрать жир, но с целью увеличить свои мышечные объемы максимально быстро, и снова включается период сушки. В этом варианте мы циклируем. Но самая простая схема – это пройти эти 3 этапа. Если вам понравится результат, мы можем пройти их еще раз через набор мышечной массы, потом еще раз засушиться и снова поддерживать форму еще на более высоком уровне. Выходим с помощью этой технологии на вот такой уровень, пройдя 3 этапа. Понравилось? Повторяем все снова. То есть циклирование этих этапов не один раз в жизни делается, а в идеале много раз. И с каждым разом лично я, например, по этой методике, которую разработал, становлюсь все суше и все массивнее. Конечно, подобные технологии используют многие спортсмены. Понятие сушки изобретено не мной, но именно моя методика и эти принципы, именно данная технология – это мое авторское начинание. Потому что именно я предлагаю использовать именно эти 12 принципов тренировки, именно в таком сочетании. Именно это дает максимальный... Получаем томатный сок, то есть мы открываем секрет. Вот. И мы хотели вам рассказать, все спрашивают, вот как вообще помидоры в рационе спортсменов и как томатный сок в рационе спортсменов, зачем, сколько, как, вот, что ты можешь сказать на помидоры? Красные перцы. Красный перец. Сейчас Диана будет сниматься с нами с 2 красными перцами. Вот я даю тебе перец, даю Диане, и вы должны сказать, что вы знаете о красном перце. Вы знаете, чем... Вы вообще знаете, что красный перец превосходит лимон? И чем он его превосходит? Как количество витамина С. Во-первых. По количеству витамина С.
Следующее видео я хотел бы отнести к советам и к секретам чемпиона. Но это секреты и советы для самых начинающих. Если вы идете в магазин, обязательно идите хорошо перед этим покушав. Приняв пищу, вы сможете контролировать свой аппетит, более разумно подходить к выбору продуктов и не будете так много накупать себе тех продуктов, которые есть не стоит. Второй совет. Если вы пошли в супермаркет, закупайтесь только полезной пищей. Так вам будет сложнее нарушить диету. Откройте холодильник, а там все полезное. Если с количеством пищи вы и нарушите, то с качеством уже не получится, если дома просто нет некачественной еды. Еще один совет, очень простой, популярный. Повесьте на дверь в холодильник изображение, потому что после первой сушки массы, как правило, катастрофически не хватает. И в принципе в будущем я рекомендую в течение года проходить хотя бы одну сушку длительностью 2 месяца, все остальное время работать на массу. Это будет путь к совершенству физическому и путь к увеличению своих знаний в области диетологии и познания собственной физиологии, путь в направлении духовного и физического самосовершенствования, который, я думаю, вас увлечет. И вы будете этим заниматься так же, как и я, на постоянной основе, потому что чем лучше выглядит человек, тем больше у него есть поле деятельности для работы над собой. Спасибо и удачи! Что могу сказать о питании? Рассказать, в принципе, могу много, но это отдельно сниму, потому что у меня опыт в этом достаточно большой, потому что многие системы я проверял лично на себе, и раздельное питание, всевозможные диеты, вегетарианство, сокотерапия, там, скажем, для набора массы, для снижения массы. Плюс у нас еще был медицинский центр, где я был соучредителем, мы занимались проблемой снижения лишнего веса, поэтому как бы информации достаточно много. Но если говорить конкретно о бойцах, какое нужно им питание, ну здесь вопросы такие, есть психологические, есть физические. То есть психологические, если брать, то на самом деле для бойца должна быть такая, любая ситуация должна быть приемлема, он все равно должен оставаться бойцом. Кушает он, не кушает, там, следит за питанием, не следит. Но в принципе, если вы занимаетесь, естественно, единоборствами, то нужно питанию тоже уделять достаточное внимание, потому что перед тем, как я пришел в рукопашный бой, то есть я занимался раздельным питанием, очень сильно похудел, ходил, можно сказать, там за ветром, качало меня, заработал там все определенные заболевания, связанные с горлом. Потом пришлось долго это все лечить. А причина была очень простая, потому что когда я пришел на рукопашный бой, человек, который меня обучал, он просто сказал: а что ты так мало ешь, нужно много есть. Много и часто. И вот как я стал следовать этому простому вроде бы совету, сразу начал как бы наращивать с одной стороны показатели в боевых искусствах, так и наращивать массу, хотя это было очень тяжело наращивать, ввиду того, что очень мощные тренировки, и что бы вы ни ели, оно все сгорает. Поэтому это такой вопрос очень достаточно индивидуальный, какую вы хотите действительно достичь цель. А для бойцов именно, конечно, нужно питание, оно должно быть усиленное, но оно не должно быть слишком перегружено какими-то тяжелыми продуктами, потому что это вызывает излишнюю сонливость, ленивость. И, то есть вы должны быть как бы определенная живость проявлять прежде всего. И продукты на это влияют, потому что то же сало, если взять, то есть оно тормозит определенные мыслительные процессы и процессы в нервной системе процентов на 20, если вы его применяете, еще какие-то тяжелые продукты. То есть здесь много тонкостей, которые я, наверное, в отдельном видео расскажу. А то, что касаемо с Юрой, то он как эксперт, естественно, в бодибилдинге для спортсменов, которые хотят набрать мышечную массу, я думаю, он хорошо может рассказать, как, что кушать вне тренировки, до тренировки, после тренировки. Естественно, может рассказать, как сушиться, то есть бросить лишний вес, особенно это актуально, допустим, для девушек, которые интересуются этим вопросом. Поэтому смотрите видео, то, что делает Юра. Я думаю, там очень много полезной информации, а лично свой опыт когда-то я соберусь со временем и выложу. То, что касаемо именно вот различных моих экспериментов, которые я проводил с питанием, в том числе то, что было связано с нашим центром, с моими биологическими знаниями и спортивными знаниями, но это будет отдельно. Сейчас смотрите Юра на видео, я думаю, там практически все рассказано доступно и понятно.
Смотрите. Yeah.